Всем доброго времени суток. Что-то в последнее время очень много сборок у меня на канале на процессорах от AMD. Эти сборки не специально направлены на наполнение контента, а как уже говорил, все получается с покупок железа и компьютера в целом. Этот выпуск соответственно также на AMD, и все так же сборка получилась из того, что было, ничего преднамеренно не покупалось. Материнскую плату с процессором, охлаждением на него и оперативной памятью планкой в 2 ГБ отдавали мне как нерабочие. Система с первого раза не завелась, но после очистки ее от пыли и сброса BIOS она заработала и более никаких проблем не наблюдалось. Материнская плата от ASRock 760GM GS3 на сокете AM3 с двумя слотами под оперативную память стандарта DDR3 в двухканальном режиме. Также есть встроенная графика AT Radeon HD 3000. В качестве видеопамяти используется до 512 МБ оперативной памяти. Процессор AMD Phenom 2 X4 820 на 4 ядра с частотой 2,8 ГГц, кэш 1, 2 и 3 уровней 128 кБ, 512 кБ и 4 МБ соответственно. Техпроцесс 45 нанометров, ТДП 95 Вт, максимальная температура 71 градус, и судя из этих характеристик, охлаждение нужно лучше, чем стоял на нем изначально. И поэтому я решил установить туда кулер от фирмы Zalman, у которого не было ушек для крепления на сокет, иначе мне бы его просто так и не отдали бы. В общем, с простого боксового кулера я взял вот эту поперечную железку, подточил его напильником и установил. Блок питания взял из своих запасов от Linkward на 450 Вт. По факту там, конечно, меньше, но хватит с головой, потому что потребление в пике будет Вт 150 максимум. Видеокарту поставил от AT Radeon HD 5670 стандарта DDR3. Ее также покупал с другим комплектом. Она на 1 ГБ памяти и 128-битной шиной. Жесткий диск поставил от VD на 640 ГБ. Было у меня два таких, у одного блины были испорчены, у другого плата. Вот из этих двух и получился один. Ну и наконец корпус, и он новый, и самый дешевый, но при этом нельзя не заметить, что вид у него довольно-таки неплохой.
gon' burn it down. Burn it down. We gon' burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. Думаю, было понятно, что процессора хватило бы. В принципе, так оно и есть. Не хватает оперативной памяти и более мощной видеокарты. Это тот случай, когда система может позволить апгрейд. Думаю, GTX 750 Ti с 8 гигабайтами оперативки было бы самое то для этой сборки. Можно было бы в Far Cry 5 Full HD, и Tomb Raider, и Battlefield 1 и тому подобное поиграть, хоть и на минималках, и все же можно. В общем и в целом, как уже говорил, сборки у меня собираются из того, что есть, и сразу уходят в продажу, поэтому имеем, что имеем. Есть еще сборки, а также выпуск про игровые девайсы с AliExpress, и поэтому советую подписаться и нажать на колокольчик. А на этом мой этот выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи, хорошего настроения.